Ребята, всем привет! Мы снова с вами. Сегодня у нас встреча пройдет на моей кухне. Будем вместе готовить. В Германии сегодня у нас фаертаг, пятница и нерабочий день. И вот мы решили с Димой вкусняшки поготовить. В общем, что у нас сегодня в меню будет? Кто не смотрел видео с Мюнхена, мы были с Димой в Мюнхене. Всем привет! Привет, привет! Всем привет! Да, мы были в Мюнхене, и пошли же мы в этот немецкий ресторан. И там мы заказали вот эту свиную рульку с картофельным кнёделем. Да, и нам так понравилось, как бы дома мы такое никогда не готовили. Да, где-то мы это кушали в ресторанах, а сами мы это не готовили. Ну, в общем, нам что-то прям так понравилось. И еще Дима говорит, ой, эти картофельный кнёдель, как моя бабушка делала. Мне, говорит, так напомнило это, говорит, вкус детства. Да. Ну и что-то мы решили заморочиться и тоже сегодня это попробовать приготовить. Но так как я сказала, что я это не готовила, то есть у меня нет собственного рецепта, я залезла смотреть рецепты. Их очень много, да, в основном они были, что сначала рульку свиную нужно проварить. Мне как бы что-то это вообще не понравилось. И рецепт мне понравился, что в рукаве ее запекать в духовке. Ну, я думаю, вот так вот я и попробую. Ну, в общем, я купила рульку. Кило 600 она у меня вышла. Кило 600. Купила я вот такое пиво в русском магазине, черное. Темное пиво, в общем, да. И залила, получается, вот эту рульку. Добавил туда лавровый лист, перец горошком. И теперь я это хочу оставить там на часа 4, промариновать. И потом уже будем ее намазывать и в духовку ложить. Давайте, если вам интересно, оставайтесь, будем смотреть, что получилось. Потому что сами еще не пробовали, и вот нам тоже очень интересно будет. Так, ребята, с нашим мяском все хорошо. Я его время от времени переворачиваю. В общем, оно у нас маринуется. Пока мясо будет наше мариноваться, я хочу подготовить картофель, да, к нашим кнёделям. В общем, я решила сделать на килограмм картофеля. Вот нам надо взвесить. Так, вот у меня здесь весы такие. Все, сейчас я это обнулю. Тарелка 420 грамм, офигеть. Так, и нам нужен килограмм картошки. Все будем делать параллельно. Сейчас начистим картошку, будем ее варить. Кило 65. Ну, 65 грамм, как говорится, срежется, да? Да, пока мы будем картошку чистить. Да, она будет у нас вариться. Я еще хочу сделать салат с квашеной капусты. То есть рулька у нас будет, картофельный кнёдель и салат. Вот я говорю, все попробуем воспроизвести, как нас в ресторане кормили. Так мы и хотим сделать. Получится, не получится. Очень интересно. Так, а мы вчера, ребята, ходили на Октоберфест. Кто пропустил видео, не смотрел, тоже закрепим. Посмотрите. Ну, вот так, говорю, скептиш, что-то, как что мы никогда не ходили вообще именно на Октоберфест. У нас в городе мы не ходили. Ну, и так думаем, солнечно. Последний рабочий день, что, давай сходим. Ну, мы пришли с Димой туда, зашли, музыка такая громкая. Думаю, боже, как мы там будем сидеть, там так громко. Ничего, вообще нормально, нам так понравилось. Мы думали, часик посидим и уйдем, да, Дима? Мы практически... Я занимаюсь этим видео. Да? Да. Практически, в общем, мы досидели уже. Милан. В принципе, до конца почти. Да, Милан уже написал в 9:30. Мама, вы где? Мы идем. Вот к 10 мы домой пришли. Мне так понравилось. В общем, мы и потанцевали, и познакомились, и там и соседей своих мы встретили. Город у нас маленький, поэтому так или иначе все, ну, как-то друг друга знаем, да. Кто-то где-то с кем-то работал, там соседствуем. Виолетту, соседку, встретили. И, в общем, мы так посидели, говорю, народ немецкий такой дружелюбный, так весело было. Если честно, я бы сегодня снова пошла. Но сегодня мы решили заняться приготовлением вкусной еды. А вообще было обалденно. Четверг, да, вчера был, и не так было много людей. Мы его спросили у кельнерин. Она говорит, ну да, как типа пятница, суббота, воскресенье.
выходные дни. Кстати, сегодня нету ничего. Как нету? Сегодня же фаер. И что, даже за фаертага? Чтобы они шумели, ты что? Нет, конечно, сегодня нет ничего. Ты серьезно? Она сказала, что не будет фаер-таг, да. Обалдеть. Представляете, да, сегодня красный день, и там закрыто все. Ну как шуметь? Это же как на озере. Это же не в квартире, не в доме. Ну странно. Значит, что там только останется суббота и воскресенье? В общем, нам вчера вообще очень понравилось. Теперь мы будем ходить туда каждый год, наверное. Ну, я с удовольствием еще раз схожу. Мне очень понравилось. Конечно, не представляю, что там в Мюнхене, в Штутгарте происходит. Кстати, в Мюнхене каждый год... Вчера, по-моему, это отменили день это какой-то взрыв был, что ли. Потом кто-то позвонил в школу, ну, анонимный звонок был. И то есть вообще директриса позвонила всем этим учителям и родителям, то есть дала знать, чтобы детей, короче, на Геленде, сам вот эта школа, нельзя было заходить. Да? Да, что-то несколько машин кто-то поджег. Это ты сегодня новости смотрел? Да. В общем, вчера закрыто было это Октоберфест в Мюнхене. Да? Обалдеть. Да. Обалдеть. Ну да, вообще в Мюнхен каждый год посещает от 6 до 7 миллионов людей. 7,2, Что? 7,2 миллиона. 7,2, да? Ну да, как от 6 до 7. Там вот какой-то рекорд был зафиксированный. 7,2, да. После пандемии в 23-м году, в общем. Ну, я и, в принципе, могу понять, почему, да, что... А выпито было, так, знаешь, сколько? Сколько? 6,5 массов, это значит 13 тысяч кружек. 13 тысяч кружек. Ну или 6,5, не тысяч, миллионов. Миллионов? Господи, господи. Это получается 6,5 миллионов литров. Обалдеть. Пива. Ну там не только пиво пьют, там вот также Мост пьют, вчера там тоже был. вино, Так, в общем, мы картошечку мы почистили, сейчас мы ее будем варить и будем дальше делать. Сейчас салатик мы сделаем, пока наша картошечка приготовится. Ну, в общем, Октоберфест нам вчера с Димоном зашел. Я, говорю, даже сегодня проснулась в таком хорошем настроении. Так что повеселились мы от души вчера, ребятки. Так, в общем, ребята, я решила уже вытащить нашу рульку с пива. Ну, 2 часа она у меня постояла, да, не так много, блин. Ну, Я ее... мы и проверим. Мы и проверим, да. Мы же как с каждого рецепта все взяли по чуть-чуть и как-то попытались адаптировать под Будет свой, ли да? это вкусно после 2 часов? Да, я не знаю. Вот я ее время от времени переворачивала. Ну да, классно затекает все туда, да? Ну. Если она после 2 часов будет вкусно, то есть я представляю, после 4 будет как, да? В общем... Или после 4 будет то же самое, что после 2, то есть зачем тогда, да? 4 часа. Да, вот этот перчик, который здесь прилип, я оставлю его, пускай он будет вместе тушиться. А вкус, конечно, да. В общем, я приготовила такой маринад. Так, что у меня здесь? Я натерла чеснок. Натерла чеснок сюда. Чеснок. Потом я взяла как бы не горчицу именно, а вот такую как горчичная намазка, да, там, ну, много очень специй добавлено. Я такое не покупала. Хорошо, да, я попробовала ложкой, как бы, ну, как вкусно. Вот такая у меня. Да, чуть-чуть надо так подальше. Чуть-чуть. Да, и я добавила еще сюда ложку меда. Вот обязательно. Да, мед я добавила, в общем, горчицу. Мне кажется, что-то сладкое должно быть. И да. чеснок. Чтобы оно карамелизировалось. Да, сейчас я это хорошенечко все перемешаю чесноком. Да. Посолю ее. Я смотрю просто, да, чтобы видно было. Да, я ее посолю, сейчас все поперчу. И я решила, чтобы оно еще тоже 2 часа в этом маринаде постояло, да, то есть в пиве пару часов, вот в этом пару часов. Ну, она и будет готовиться в нем еще. И потом да, еще будет готовиться в этом. Но я вот решила, что лучше я замариную и... Да, так. И еще я хотела эту Я хотела еще эту рульку немножко, знаете, как бы надрезать. Надрезать, да? Ага. Как-то вот так вот я хотела, чтобы оно туда в мясо
тоже этот маринад весь попадал. Конечно. Конечно. Прям, да, такую решетку сделать. Ну, что-то в таком духе, да. Я же говорю, столько рецептов я насмотрелась, что... Да, ты, получается, много посмотрела, Да. и делаешь по-своему. Ну, где-то ты там взялась от того человека, от того видео, да. Да, да. С другой То стороны... есть, я надеюсь, наше видео тоже потом люди посмотрят, что-то свое додумают и сделают свое. По-нашему. Да, как рецепт это такое дело, да, что каждый потом адаптирует его по-своему. Ну, если честно, ну это же зависит от всего, правда. Это зависит даже просто От того, что ты любишь, да. От духовки. Ну да, как от многого всего Какой зависит. ты перец купила, в каком магазине? Я не знаю даже, наверное. А что перец у нас? Обычный черный перец. Да. Самый обычный. И я еще решила, как бы вот в маринад-то я чеснок потерла на терке, а я еще хочу туда вовнутрь, как бы вот так засунуть чесночок. Туда вовнутрь в мяско. Тут у меня 2 зубчика. Я хочу его туда засунуть. И сейчас мы его будем натирать. Так, вот второй у нас все. Я туда его засунула. Теперь я хочу его хорошенько посолить. Нет, мы его сейчас обратно уберем в чашку. Салат сейчас мы будем с капусты делать. Сейчас мы вот рульку замаринуем. Мы делали эти штрудли, да? Да, очень вкусно. Да, ну все, осень началась, капуста пошла. Капуста вообще в немецкой кухне преобладает, как говорится, да? Сейчас я хочу Плоды. просто перцем и солью хорошенечко все это промешать. А потом я вот только добавлю свой маринад, чтобы это вот хорошенечко. Ну, как-то так, ребята, не судите строго, но пробуем вместе с вами. Что получится, увидим в конце, и уже от того будем исходить, и от того будем делать выводы, стоит так или не стоит так делать. Ну, сейчас я хорошенько все это просолю, все это промешаю, а потом маринад добавлю. Вот смотрите, все, я сначала хорошо размазала все это перцем черным и солью, и потом добавила вот наш маринад. Вот это же горчица, мед, перец. Все у нас здесь. И хочу я оставить это на 2 часа точно я это оставлю. Чтобы оно хорошо все это пропиталось. И мягкое мясо будет, соответственно. Ну, в общем, ждем результатов наших. Так, ну все, друзья, наш картофель отварился. Мы же вот его почистили 1 килограмм. Ну, просто я его нарезала. И мы его сварили в подсоленой воде, да? Теперь нам надо туда добавить, в эту картошку нам надо добавить 1 яйцо. Нет, вообще нам надо добавить туда 200 грамм крахмала. Первое. Так, нам сейчас надо взвесить. Стакан 35 грамм. Так, все, 0. Еще 30 грамм. Все, ровно 200 грамм крахмала мы добавляем в наш картофель. Да, мы добавляем туда 1 яйцо. Стакан сухой было бы, все равно чуть прилипло. Так, 1 яйцо мы добавляем. И кусочек сливочного масла. Как говорится, на глаз, да? В общем, вот так вот у нас получилось. И сейчас я это очень все хорошо пропюрирую миксером.
И посмотрим, что у нас выйдет. Так, ну все, картошку я пропюрировала. И сейчас мы должны дать ей хорошенько остыть. И оно должно, когда остыть, оно должно как тесто получиться, чтобы мы потом формировали с вами шарики. Ну-ка, как оно сейчас получается по консистенции? Она как фоль горячая, да? Хочу посмотреть тоже. Иди. Видите? Она сейчас остынет. Я, наверное, не буду перекладывать, пускай она здесь остывает у меня. Ой-ой-ой. Ну, прям такое фоль крутое. Прям даже как его промешивать вот так вот ложкой. Сломается, да? Ну, очень тяжело. Ага. Все. Сейчас мы оставим его остывать. И что мы будем делать? Мы будем готовить салат с капустой, да, Дима? Ты не знаю, что ты будешь делать. Я буду супер талент смотреть дальше. Ну давай, филишпас тебе. Вас попозже пригласить? Да, я видео делаю же. Я же делаю видео вчерашнее. Ну да, с Октоберфеста. Поэтому... Так, сейчас мы будем ждать, пока остынет наша картошечка. Мяско наше продолжает мариноваться. И мы сейчас пока сделаем салатик. Так, ну все, ребята, наше мясо промариновалось. Так, ну часа 2 оно стояло в пиве, получается, и часа 3 оно стоит в маринаде. Оно прям такое хорошее-хорошее. Запах, ну, блин, вам не передать. Запах очень классный. Так, ну и как мы вот и планировали изначально с вами, что мы его хотим делать в рукаве. Сначала он будет, как получается, в собственном соку, ну я так предполагаю, да? Сначала будет в собственном соку вариться, а потом уже под конец мы разрежем. Разрежешь, да? Чтобы да, он чтобы оно стал, да? чуть-чуть корочкой, да. Ну вот так вот мы провизоришь все это дело нарезали. Так, сейчас я руку вымою. Все классно будет. Мне кажется, должно быть классно. Дело в том, что сама эта рулька, как бы, да, она же тоже полезна для людей, у которых колени болят, там все такое, там да, и там, чтобы морщин не было, коллаген, живой натуральный коллаген. Что, серьезно? Ну да. Не, ну так это, наверное, часто все равно не закушаешь. Да. В следующий раз мы будем с вами варить кюрбиссупы. Кюрбиссупы? Да. Тыквенный суп. Тыквенный суп, Крем, да? Крем да. супы. Не всегда нам кушать такую тяжелую еду, но мы просто очень-то принципиально решили попробовать. А ты завязываешь, да, как это хадыгинга. Все, вот мы ему там воздух дали. Дело в том, что там и температура, видимо, остается, он быстрее готовится, да, в рукаве или как? Мне сказали так, сколько типа мяса, так оно и делается. Здесь у меня 1,6 кг, типа там 1 час 40. Типа 2 килограмма мяса. Ну, логично, да. 2 килограмма мяса, значит 2 часа мы факт типа то, делаем. что ты откроешь рукав, там можно будет все равно проверить. Там, не знаю, тыкнуть, разрезать или как там. Сейчас я хочу поставить не на большую температуру, чтобы оно немножко как бы в собственном соку это было. Так. Сколько это? Ну, у меня просто немножко духовка, она такая, то есть если 200, то это 180, ну 180, а она будет как на 150 греть. Умлюф ты хочешь делать? Умлюф, да, я поставлю умлюф на 180 градусов и на 1,5 часа я поставлю, чтобы у меня было как время с запасом посмотреть, то есть еще ее дальше или уже зажаривать ее. Но так я планирую примерно ее делать 2 часа, полностью 2 часа. А сейчас мы поставим на... Давай. Ну, вот 5 минут, пускай она подогревается, на 1:30. Ну, в общем, такую красоту мы ложим в духовку и ждем дальше. Давайте, ребята. Так, ну все, ребята, картошка наша остыла. И оно реально получилось как тесто. Вот такое вот. Так, теперь нам нужно, получается, руки смачивать водою, чтобы катать такие шарики. Блин, ну не знаю, говорю, пробую вместе с вами. Пожалуйста, говорю, не судите строго тот, кто уже это все делал давным-давно. Вы лучше, наоборот, нам подскажите, как лучше или как надо, или как не надо. Дима сказал, чтобы я не делала маленькие шарики. Вот, как он говорит, как в ресторане нам подавали такие большие кнодели. Ну, они, мне кажется, даже средние, да? Вот как делать, как в ресторане. Ну вот, я не знаю, Дим, глянь.
Опа, ну-ка, царь. Так, ну, что такое? Ну-ка. Да? Ну такие, да? Да. Все, сейчас я накатаю, посмотрю. Это картошка, да? Да, я посмотрю, сколько получится с 1 килограмма картофеля. Слушай, а если это обжаривать? Прикольно будет, да? Такие тоже я рецепты видела, да, вот такими но только делают, знаешь, как маленькие шарики и обжаривают. Да. Так. Типа как ньокки, да, но не ньокки. Да. Итальянские. А, вот надо опять смачивать руки, да, она начинает прилипать. Ага. Оно начинает прилипать. Ну окей, давай хотя бы мы тогда... Набрать, может, какую-то миску? Тебе помочь? Нет, сейчас я, короче, как бы просто так сформирую, руки помою и опять... Да, я сейчас их сформирую. Сколько у нас получится? Артурчика дома нету. То есть мы сегодня будем кушать втроем, да, Дима? Сейчас, да. Это, я тебе сейчас вот так вот... Ой, что не разбить? Все, да, руки надо смачивать. Ну-ка, вот еще на одну наберем. Спасибо. Ты мой друг. В беде не оставишь. А мне кажется, нет, не вообще пол... Дима! Ты все равно варить будешь. Ты все равно варить будешь, какая разница. Видишь, как помогло? Знаешь, как кругленький? Ну, да. Можно я же говорю, мордочку сделать. Дима мой друг, в беде не оставит. Всегда подмасти, да? Конечно, а кто ж ты мне? Ты же мне друг. Я тоже тебе друг. В общем, мы решили, что мы друзья. Ну, не так, да, ну все, сейчас я руки вымою. Руки вымою, и до все равно я как бы их скатаю в шарики. Ровненько. Что, Дим? Сколько у тебя таких штук? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Да, и поэтому я говорю, что сегодня Артурчика нету дома. Мы Вам по 2. Мне 1 хватит. Окей. Мне 1 хватит. Куда нам столько кушать? Ну, в общем, сейчас мы будем их опять... Так, ребята, ну, получается, я вот накатала 7 шариков у меня получилось из 1 килограмма картошки. Я не знаю, Дима, я у него спросила про форму, он говорит, нет, вот такие хочу, чтобы большие были. Не знаю, пробую вместе с вами, готовим в первый раз. Что будет при варке, я тоже не знаю, но оно как бы реально как тесто. Так, я подготовила салат наш. Что? Капуста квашеная. У Димы спросила, говорю, с каким луком хочешь? Он говорит, с фиолетовым, а я в голове... Фиолетовым, да. А я в голове себе думала с белым. Поэтому мы никогда с Димой не спорим. Раз он хотел с синеньким луком, я хотела с белым. Я вот порезала 2 головки. Вот. И будем сейчас мусякать. И... Еще нет. Я вот и хотела сказать, когда Диме принесли это блюдо в Мюнхене, да, в ресторане, да, там прям был хорошо так кюмель добавлен. Мы никогда в квашеную капусту этого не добавляли. Но мы решили сегодня примерно воспроизвести типа то блюдо, меню, которое нам приносили. Я купила тмин, зира она называется, кумин, в общем, тут на всех языках написано. И там прям так хорошенечко было, да, Дима? Ну да, достаточно было. Да, сейчас я залью все это маслом, перемусякую и положу в холодильник, чтобы он немножко отдыхал, давал свои вкусы, свои соки, в общем. Да, вот такие шарики у нас. Поставила я воду на них. Сейчас вода закипит, мы будем варить. Будем смотреть, что с ними получится в процессе, потому что... Не знаю, все делала по рецепту. Ну, опять же, как по рецепту я делала, да, говорю, я с каждого рецепта, я пересмотрела много рецептов, и с каждого брала что-то примерно, что так, мне нравится. Посмотрим, интересно. Так, ребята, ну, короче, про 1,5 часа пропищала, как вот я и говорила, что я оставлю сначала на 1,5 часа, а потом буду смотреть. Ну, блин, я нифига там не вижу, мешок вот так вот раздулся, ничего не вижу. Добавила еще 30 минут. 30 минут я добавила, и сейчас я хочу сварить кноден. В общем, я их руками вот так вот делала, как бы как шарики, да, все равно они какие-то формы такой получались не очень симпатичные. И мне такая мысль возникла. Взяла вот просто стакан, начала их вот так вот крутить.
Это получается, я где-то видела, да? В Инстаграм там или в рецептах где-то я вот смотрела, в Ютубе, возможно. И вот я их вот так вот покрутила. И вот они такие ровненькие, высокие получились. Обалденные, смотрите. Очень быстро. Очень быстро. Сейчас я еще их, ну, покручу перед тем, как я буду их добавлять это. Ну, смотрите, вода закипает у меня. Я, конечно, воду подсолю. Да, не знаешь, какая идея, если в следующий раз будем делать? Мороженое берут же, вот так уголь берут. Такую штуку. Тоже намочить ее, короче, так. У меня тоже кругляшок получится. У меня также возникла такая же идея сначала, потом думаю, ну нет, Дима сказал, что их побольше надо делать. Я просто на поварешку посмотрел сейчас. Да, я сначала раз такая, как да, поварешку сначала взяла их это, потом что-то не так получилось, думаю, блин, стаканом попробую. Ну, нормально, вообще. Да, и они такие более это... Кататься по тарелке не будет, видишь? Да, воду я подсолила, короче, 1,5 часа у меня сначала стояла, запищала, я поставила еще на 30 минут, и осталось 15 минут. То есть кнёдель вообще, по сути, тоже должны вариться 15 минут, то есть там так стояло в рецептах. Когда они всплывут, тогда они будут готовы. Не знаю, логично, ребята, не знаю. Да, кто, говорю, уже с этим блюдом имел дело, как говорится, пишите свои комментарии, пишите... Да. Ну, не то, что нам интересно, нам, конечно, интересно, но именно как познавательно, как вот. То есть до этого блюда мы еще ни разу не доходили, вот дошли. Так, давай выдувалку включим. Да, и у кого уже есть эрфаринг, опыт, нам будет интересно, потому что вот эти именно мелочи, они всегда играют, ну, как бы большую роль, да? Так, ну, вода хорошо кипит. Кипит. Я хочу, чтобы она прям хорошенько закипела. Ну, давай я поснимаю. Ну, давай, пробуй. Опля. Милаша с улицы пришел, а мы же так как мы вчера гульнули на Октоберфест, да, поэтому у нас сегодня именно дома уборка, стирка, все, и мы как бы дацвишен, то есть. Особенно у папы. У папы? У папы футбол, да. Футбол начался. У папы футбол. А мне и хорошо, что ты лежишь, футбол смотришь, как говорится, на одном месте, ничего не делаешь. Так вот. И вот, получается, мы пока мариновали 2 часа там в пиве. Я его поставила, пошла там стирку, то поделала. Потом там 2 часа то, и все это по 2 часа. И я вот ходила до свишен делать. Милаша убежал на улицу. У него хобби, он этот граффити. Граффити. Он покупает много-много, ну или мы ему тоже покупаем, естественно, вот эти дозы, шпрей-дозы, он в маске, едет в другой город. Ну, естественно, здесь в Германии же можно только делать это, где можно. Да, не то, что там рисовать на стенах, это да. Называется вандализмус у нас, это вообще да, нельзя. Да, да. Здесь есть немного, пару мест во Фридерсафене, есть Мекленбург, он в Равенсбург ездит, там его кумпель, ну, друг, да. Вот они там делают это. Да, сегодня мне уже говорит, надо новый заказывать. Я говорю, ага, немножко притормозить. Ну да, он с улицы, он на улицу пошел, 5 доз он сошпреивал. Одна ну, 5 я не думаю, что он сделал, конечно. Нет, у него там разные цвета, и получается там оно... Ему вот эти колпачки нужно, понимаешь, они засыхают. Ну, да, и колпачки нужно менять. То есть, если ты не израсходовала колпачок, дозу, в смысле, колпачок засыхает. Да, ну это, в принципе, и при моей старой работе. Ну и, в общем, да, Милаха уходил на улицу, мы начинали готовить. И он сейчас пришел с улицы такой голодный. Мама, что кушать еще не готово? Я говорю, все, говорю, на финишной прямой. Я говорю, сейчас уже будем кушать. Так, ну да, вода хорошо закипела. Да. Я прям хотела, чтобы она хорошо закипела. Я не знаю, как они там будут получаться. Ну, что такое, я прям вот так вот хочу их. Так, давай включим. Я прям так хочу. Да. И что, здесь вот... Они, кстати, может быть, в воде даже круглую форму принимают? Не знаю. 10-15 минут. Будем смотреть. Короче, сказали, как всплыли, так и готовы. В принципе, как пельмени. Так, да, ну согласен, они лежат сейчас внизу. То есть температуру получают свою всю до ядра и всплывают. Ну, мы сделали их достаточно крупными. Да. Так, это вот картинка. Такая ментон. Мы были во Франции этим летом. Купили там эту штучку.
И вот это тоже лимонная. Ментон, город лимонов. Зафиксировано именно их штат, их дома желтенькие, ну, да, все под лимон. Да. Лазурный берег Франции. Красиво, нам понравилось. Так, ну хорошо, все. Не знаю. Давай, пусть какой они формы были, так и кидай. На выставку, что ли? Ну, а куда, чтобы все тоже это было красиво и эстетично, да. Угу. Так, ну я включаю камеру, потом включим через 5 минут. Так, ребята, ну у нас все на финишной прямой, все на финишной прямой. Смотрите, они не развалились, они варятся обалденными. 4 минуты стоит еще, что они должны вариться. Обалдеть, как классно. И мясо наше тоже стоит 3 минуты еще. То есть 1,5 часа и 30 минут я потом добавила. Все, сейчас будем сервировать, уже все укладывать к столу. Сейчас мы достанем наш салат, который мы приготовили. Надеюсь, он уже пропитался. Сок свой вкусненький дал. Я сейчас перемешаю его, да. Милаша с улицы голодный. Мама, кушать хочу. Ну, мы тоже хотим кушать. Мы же, говорю, сегодня целый день убирались, стирались. Все дацвишен делаем. Так, все, перекладываем нашу капусту. Еще я хотела огурцы соленые. Но что-то у меня каинбок. У меня нету сил, у меня нету крафта никакого. Так что мы сегодня обойдемся без огурцов. Мы только сделаем наш вкусный салатик. Вот так вот у нас получилось, ребята. Посмотрите, какая красота. Пахнет. Пахнет хорошо. Хочешь понюхать? Я не только понюхать хочу. Пока только понюхать можно. Блин. Ну, вкусненько, да? Да, я люблю, да. Ну, скажи что-нибудь. Да. Так что без дела ты не сидел у меня? Иди. Я сейчас уже придумал это. Надо Леона штрайфом купить. Я хочу фляж-салат сделать. Сделаешь. У тебя идеи возникают, как и у меня, очень быстро, спонтанно, да? Это на голодный желудок. Когда надо думать, на голодный желудок, да? Что-то долго так все делается, поэтому... Ну, это процесс, это вообще длинный, большой процесс. Фляж-салат я тоже люблю делать, кстати. Ну, ты его делаешь, и он уходит, ты его сам кушаешь, я не кушаю никогда. Он там тоже с гевюрцгурком, паприку, лук и сам жидкость эту с банки туда. Вы с Миланом делаете, кушайте, классно. Я никогда, да, вы все время говорите, что это вкусно. Я не кушала. Может быть, как-нибудь отравлюсь. Так, ну мне кажется, 1 минута осталась. Кнудель мы сейчас будем вытаскивать с вами. Все, запищало, ребятки. Будем вытаскивать, будем смотреть, что у нас получилось. Так, ребятки, мы это все достали. Прокололи дырочку. Ну, я думаю, Дим, что готово. Посмотри, как кость отошла. Нет, ты просто даже кость даже вот так возьми. Ножом а кость так отодвинь. Так, ну она отодвигается. Ой, мне нравится. Если она не отодвигается, тогда он фейс. Мне нравится, мне очень нравится. Так, подожди-ка, секундочку. Сюда немножко. Сейчас я буду... Ну, конечно. Обалденно, готово. Конечно. Получается 2 часа. Не надо ничего варить. Короче, 2 часа. Ничего не надо варить. И то есть я не открывала рукав, чтобы оно поджарилось. Оно вот так само поджарилось. Да. Ну смотри, отходит, все, я такая радостная, блин, и кнудель наши получились. Ну-ка, давай. Так, ну-ка, дай-ка мне ложку. Ну давай, я, может, выключи камеру, ты уже сервируй. Ну давай. И уже потом посмотрим результат. Давай. Так, ребята, ну все, наконец-таки мы приготовили наше блюдо. Оптиш, я очень довольна. Ничего у нас не развалилось, ничего у нас не сломалось.
Мясо обалденное, кнодельн обалденный. Сейчас Разрежь кнодельн? Кнодельн разрезать? Да. Сейчас я буду звать наших мальчиков к столу. О, смотри, какие-то пористые получились. Да. Ёшкины, маташкины. Да. Ты посмотри, какая красота. Будем пробовать сейчас, будем резать. Подожди, а что мне ложки не хватает? Сейчас я ложку принесу. Вот мне интересно, можно вот так косточку вытащить? Ну, в принципе, в ресторане тоже не было так, что прям косточку прям вытащил. Ну да, так нет. Да, но оно разваливалось, да. Ну, Оптиш я очень довольна, Как что говорится, у нас... возможно, может быть, оно не получилось так, как в ресторане, но стремиться надо все равно к лучшему. Да, Оптиш я очень довольна, потому что я вообще не знала, что сегодня нужно ожидать. Так, Дим, я накладу себе, да, потом я уже... Да. Именно, как чтобы вот попробовать. Давай. Ну, посмотрите, Горячее, да? мясо Да. обалденно. Обалденно. Сейчас я пробу сниму и вам все расскажу. Да, прям это, я вижу, что это просто такое это место, а будет перышками сниматься. Сейчас я буду своих мальчиков угощать, кормить. Ну-ка, ты сама попробуй. Мы должны, да, снять пробу. Я обязательно... Короче, ты сначала пробуешь перед тем, как это кормить, да? Чем вас, да. Ты как профессиональный сначала сама пробуешь, Genau. перед тем, как гостям давать. Все правильно. Сначала я попробую. Стоило всего этого или, ну как? Да, давай пробуй. Пробуй. Не шуми. Ну, соус там, да, окей, ну ладно. Вкусно? Ну, правда. Нет? Мотаешь головой? Нет? Я вообще не обманываю. Вкусненько? Угу. Вообще не обманываю. Да не режь так. Мягкое. Ну, это очень вкусно. Кожица, да, вот это. Притом, при всем, что мы рукав, говорю, не открывали, да? Мариновали 2 часа. Я имею в виду, рукав не открывали, чтобы поджарило, но само все равно поджаривалось внутри, поджарилось, да. Мы не открывали рукав. Кстати, да, а если еще открыть? Это очень вкусно. Мне очень нравится. Обалденно. В общем, советую посмотреть видео наше позапрошлое, где мы в Мюнхене кушали швайнхаксе, вот эту рульку. И потом, естественно, это еще раз посмотреть и сравнить. А потом комментарий написать. Ну, вкусно. Да? Кстати, Дима, это же считается баварская национальная еда, да? Да. Кнёдель mit Haxen. Ну да. А вообще это же в Чехии. В Чехии тоже популярно, да? В Чехии. В Чехии тоже популярно. нас Мне сейчас- кажется, даже в Польше тоже, вот как бы вот в каких-то землях там. Ну это вот как, наверное, да, Бавария, потом Чехия, Бöhmen. И, наверное, вот где Татра, Гибирги, эти вот Польши. Слушай, а нам с тобой, Оттуда это. может быть, заморочиться, еще в Чехию поехать попробовать там рульку, как у них Давай. готовят. Сейчас у нас О, в октябре давай. каникулы будут. Точно, да? Да? Да. Может, поедем? Давай. Прикольно, мне очень Давай я вообще- закажу рульку себе обязательно. А еще знаешь, что я хочу? Эти на улице у них продаются эти трдальники. Круглые эти. Ребята, кто отдыхает, я желаю всем хорошего отдыха, хороших выходных. Всем приятного аппетита, тот, кто кушает. И приятного просмотра, Да, естественно. спасибо, что вы были до конца с нами. Пишите комментарии. Да, если вам понравилось наше видео, пишите. Да. И Ну делитесь, всё. да, своими как бы рецептами, мнениями, размышлениями, конечно. да. Все, мы зовем Да. Милаху кушать, будем кушать. Да, Всё, пока-пока, пока-пока. ребята. Чао. Пока.